В жизни никогда не наступит момент, когда вы станете настолько мудрыми, опытными и успешными, чтобы ни в чем не ошибиться. Ожидайте провалов и позвольте им закалить ваш дух. Секрет силы – спокойствия. Большинство людей согласятся с тем, что им не хватает любви. Но зачем нам искать любовь? Любовь и спокойствие неразделимы. Это состояние гармонии со всем миром и прежде всего с самим собой. Если мы ищем любовь, то находим душевный покой. Если стремимся к покою, обретаем любовь. Прежде всего, покой – это равновесие. Ищите подлинно свое, открывайте себя, изучайте все аспекты собственной души и не бойтесь заблудиться. Мы всегда там, где должны быть. Воля к тому, чтобы вести гармоничный образ жизни, выходит из темноты, в которой находится отдельный человек, из состояния потерянности, в котором он безнадежно смотрит в бездну, из состояния самозабвения, абсолютной поглощенности собой. Когда человек внезапно пробуждается, ужасается и спрашивает себя, что я есть, что я упускаю, что я должен осознать, тогда он находит покой. Главное слово в формуле безусловной родительской любви – слово «всегда». Благодарите тех, кто сделал вам больно, и прежде всего себя, за опыт, за боль, за то, что жизнь дала вам возможность познать, как ценна любовь. Ожидание неудач, страх перед ними, злость и выбранные нами ярлыки могут стать наибольшими препятствиями на пути к гармоничной жизни. Новая одежда будет только тогда, когда избавишься от старой. У вас все в порядке, когда вы не пытаетесь сопротивляться течению великой реки жизни. Нет нужды волноваться. Не плывите по течению, но будьте им. Пусть все происходит само собой. Станьте бесшумным. Сначала попробуйте не требовать, а отдавать. Начните получать удовольствие от самого себя, от того себя, который переполнен щедростью. Пусть сердце не плачет в тоске, пусть оно радуется и отдает. Сначала станьте таким подлинно богатым на свет, что не будет иметь никакого значения, если никто не придет к вам за ним. Вы щедры на свет, вы им переполнены. Если никто не постучится в ваше сердце, то все равно наполняйте его. Вы ничего не теряете. Вы полны, вы светлы, вы искритесь, а потому счастливы. Любовь придет сама собой. Нужно лишь создать благоприятные условия. Можно дать вам всю любовь на свете, но если вы решили оставаться пустым, то не познаете ее. А можно быть счастливым, бесконечно влюбленным в жизнь и без всякой причины носить в себе солнце, потому что быть вам пустыми или любить решаете вы. Любовь не является чем-то, с чем следовало бы обращаться как с тайной, прятать ее, вечно искать или относиться к ней как к чему-то запредельному, потому что она всегда внутри нас, а чувствование, осознание и диалог с ней, как инсайт, обладает свойством открываться тому, кто успокоил ум и готов довериться сердцу.
Наблюдайте свои мысли так же, как наблюдаете волны, сидя на берегу реки. Мысли будут приходить и уходить, не мешая наблюдению. Нет никаких ворот, за которыми мы найдем себя. Мы не где-то там, мы всегда здесь. Просто почувствуйте это. Единственный совет, который можно дать всем людям, желающим не переставать слышать свое сердце: не дайте гордыне завладеть собой. Когда мы не рассуждаем о добре и не рассуждаем о зле, мы держим ум в гармонии. Тот, кто намеренно не ищет добра, не выискивает и зла. Не выискивающий зла имеет мир сердца, а из сердца несет его наружу. Принятие – это осознание того, что все просто есть. Принимать – это видеть существующее тем, чем оно является, и не вести войну с этим существующим. Если твоя мысль превзойдет рамки привычного, ты будешь знать, что самая маленькая форма является большой, а самая большая форма – маленькой. Твои взаимоотношения с окружающим миром являются отражением собственных убеждений. Посмотри на это отражение. Оно абсолютно точно расскажет тебе о тебе самом. Ваш внутренний мир отражается в том, как вы реагируете на прохожего и на птицу, на животное и на камень, на дерево и на цветок. Отраженные вовне личные поведенческие механизмы, будучи осознанными, становятся прочитанными посланиями самому себе. Каждый человек уже совершенное создание, уникальное. Достаточно осознать это. Не выдумывайте образов. Измените свой взгляд на себя. Любая негативная ситуация во взаимоотношениях с окружающими людьми – урок, который расскажет о наших собственных, часто неосознанных установках. Степень внутренней свободы определяется умением не позволять обстоятельствам определять нас. Страдание – это сигнал об ошибке внутри, осознав который, человек приходит к изменению мышления, после чего наступает исцеление. Самым главным достоинством мира является милосердие, любовь и сострадание. Имеющий в себе эти три познает Бога. Твой поиск прекратится, когда ты осознаешь, ничего не исчезало. Все есть ты, и нет ничего, что было бы вне тебя. Ни покоя, ни суеты, ни радости, ни печали, ни света, ни тьмы, ни знаний, ни лжи. Ясное мышление требует отсутствия предубеждений и ограничений. Выйди за рамки себя и начнешь мыслить ясно. Нет в жизни ничего более постоянного, чем однажды пришедшего знания, что все постоянное непостоянно. Твоя реальность – это твои представления обо всем. Расширив восприятие, расширяешь границы возможного в собственной реальности. Ты можешь быть действующим лицом, наблюдающим за действующим лицом, а можешь стать пустотой, в которой действующие и наблюдающие находятся. Все люди мира ищут одну и ту же истину, но не находят одну на всех лишь потому, что ищут ее в личной форме. Твое видение мира
полностью зависит от понимания себя. Ты видишь мир только в тех гранях, в которых познаешь себя. Все, что нужно для равновесия, это перестать самоотождествляться с чем-либо. Древними сказано: 3 обители есть у Сына Человеческого – тело, мысли, чувства. Пусть сперва Сын Человеческий найдет мир со своим телом, затем пусть Сын Человеческий найдет мир со своими мыслями, затем пусть Сын Человеческий найдет мир со своими чувствами. Относитесь с любовью ко всему, что исходит из вашего разума, так как оно станет вашей реальностью. Будьте легкими, станьте подобны весеннему ветру, отпустите себя. Не прилипайте ни к чему, не придерживайтесь никаких суждений. Посмотрите, что находится до того, как появляется мысль о привычном. Что находится до хорошо и до плохо. Наблюдайте, не оценивая, смотрите в тишину. Когда почувствуете, что смотрите на все, как на творчество жизни, остановитесь. Здесь живет любовь. Услышьте ее. Слышать – это понимать без слов. Видеть – это чувствовать. Попробуйте смотреть на все, не давая имен и не рисуя форм. Соприкасаясь, принимайте все, как собственное «Я есть». Несовершенное – совершенное. Неполное становится полным. Кривое – прямым. Пустое – наполненным. Старое сменяется новым. То, что сейчас ничто, становится многим. Это вечный круговорот, вечная форма течения и движения. Так одно перетекает в другое. Если это остановить, остановится жизнь. Поэтому не ограничивайте себя догмами и суждениями. Просто будьте. Наше взаимодействие с миром – это постоянное соприкасание с различными формами и энергиями. Если мы научимся чувствовать это, не ограничивая себя представлениями, то с легкостью сможем сливаться с любой из энергий в одно, что даст нам возможность быть целым и владеть неограниченной силой. Мы можем считать себя отдельной частью существования, постоянно находящейся в поисках истины, собственной, очень важной историей жизни. Частью, пытающейся вместить весь мир в рамки концепции своего ума, разделяющей все на 2 лагеря – «я» и «они», вечно воюющий за свое и против чужого. А можем просто стать истиной, стать всем, в один миг. И тогда исчезнет капля, но появится целый океан. В твоей жизни всегда преобладает то, чего больше всего у тебя внутри. Только пропустив что-то через себя, соединив это что-то со своим жизненным опытом, человек достигает понимания, которое становится живым знанием. Без понимания, основанного на собственном опыте, знание является всего лишь механическим запоминанием чьей-то идеи о знании. Жизнь сотворена любовью, и только глазами любви можно разглядеть ее суть. Относясь трепетно к вздоху другого, мы относимся трепетно к вздоху Творца. Следуя своим путем,
Не хватайте никого за руки, пытаясь тянуть за собой, но и не отталкивайте тех, кому с вами по пути. Осознанность – это ясность, которая не является контролем с оценочным суждением, но является беспристрастным наблюдением. Мы открытая книга, но ты не прочтешь ее до тех пор, пока не прочтешь себя. Если человек говорит или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Она сигнал, настойчиво твердящий о том, что ум болен. Страхи, злость, агрессия, недоверие – паразиты, что съедают изнутри. Чтобы счастливо жить, нужно заполнить ум чистыми и добрыми мыслями. Луч осознания поможет рассеять тьму в уме. Мир приходит в души людей, когда они осознают, что внешнее – это проявление внутреннего. Найдя любовь внутри себя, обнаружишь ее повсюду. Наше душевное спокойствие или тревога зависит не столько от каких-либо событий в жизни, сколько от полного доверия ей. Суета порождает глупость. Не суетись, дай происходящему раскрыть для тебя мудрость. Настоящее уже есть. Надлежащее время всегда здесь. То, что пришло, не избежать, но можно изменить, если осознать. Чувство собственной важности – это склеп, в котором мы хороним себя, свои знания, свое чувствование, слышание и видение всего. Мы не выше и не ниже любой из частей мира. Мы ровно там, где любая его часть. Станьте полны чувствованием красоты, настолько полны, что в один из дней становитесь источником, к которому начнут идти. Величайшая проблема в мире – отсутствие осознанности. Люди творят зло, потому что не ведают, не осознают, что творят. Только осознанность может дать нам иммунитет от болезни злого в уме. Осознанность прогонит болезнь. Наш единственный шанс излечить болезнь – наблюдать отражение себя в мире, где господствует хаос. Закройте глаза, и вы увидите. Перестаньте слушать, и вы услышите. Останьтесь наедине со своим сердцем, и вы будете знать. Молитва без слов, но чувствами – сильнейшая вещь на свете, которая может изменить любые обстоятельства. Мысль – начало всего. Человек не может управлять мыслями, но он может выбирать, на каких останавливать свое внимание. Внимание – ключ к творению. Позвольте ненужным мыслям улететь, как улетает ветер. На нужных же остановите внимание. Главное дело совершенствования – работать над вниманием. Мы придумываем, каким должно быть то, с чем мы соприкасаемся. Мы злимся на человека, если он не такой, каким мы хотели бы его видеть. Когда кто-то не вписывается в придуманный нами образ, он нас раздражает. Но разве кто-то должен соответствовать нашим ожиданиям? Если мы перестанем втискивать все в рамки своих представлений, в наших умах поселятся безграничный мир и покой.
Спроси себя, есть ли от того, что я делаю, радость и легкость в душе. Если нет, значит ищи ошибку. Жизнь течет изнутри вовне. Основа любого изобилия в вашей жизни – понимание этого. Чтобы появилось вовне, это должно родиться изнутри. Ищите подлинно свое. Открывайте себя. Изучайте все аспекты собственной души и не бойтесь заблудиться. Мы всегда там, где должны быть, а в любой тьме всегда есть выход к свету. Через жизнь надо пройти, ее надо прожить шаг за шагом. Стремление прожить жизнь, выбирая в ней только один позитивный полюс – иллюзия. Все, что происходит с нами, приятное и неприятное, то, что нравится и не нравится, хорошее и плохое, все в жизни смешано и имеет свое отражение в каждом из нас, несет свое послание и свой урок. Желание жить без боли – это желание не жить. То есть у нас есть абсолютная идея о том, что в нашей жизни не должно быть боли, не должно быть ошибок. Мы не замечаем необъятности жизни, ее непредсказуемости и ее абсолютной продуманности в масштабах. Некоторые вещи нужно перестать пытаться понять, чтобы начать их видеть. Найдя любовь внутри себя, обнаружишь ее повсюду. Когда в зеркале появляется отражение, нет необходимости представлять, что оно там есть. Его и так видно. Подобным образом не нужно представлять себе, почему нас окружает то или другое, ибо все, что есть в нашем мире, это отражение того, что есть внутри нас. Умение оставаться спокойным внутри – рождение гармоничного мира снаружи. А умение жить счастливо в конечном итоге определяется умением принимать жизнь. Ничто из сказанного, ничто из познанного не останется неизмененным. Все будет менять форму. Потому не держись за это, но познавай себя через это. Когда вы способны увидеть свет в самой глубокой тьме другого, только тогда вы любите. Каждый человек – это целый мир, который не похож ни на один другой. Разве можно сравнивать Луну и Солнце? Подобно этому, разве можно говорить, что один хорош, а другой плох? Каждый прекрасен по-своему. Для того, чтобы научиться принимать другого человека, тебе придется сначала познать глубину собственной тьмы. Лучший способ найти себя – перестать смотреть по сторонам. Люди, пришедшие в нашу жизнь, это отражение того, что есть внутри нас. И появились они для того, чтобы мы, глядя на этих людей, считывали в нашей реакции на них свои болезни, либо свою красоту. Человек способен изменить свою жизнь, всего лишь начав смотреть в другую сторону. То, чего ты боишься и от чего убегаешь, обязательно настигнет тебя, потому как призвано быть учителем тебе. Посему не беги от него, если не хочешь учиться вечно, а взгляни ему прямо в глаза: «Здравствуй, давай знакомиться». Видеть невидимое, слышать то, что не произнесено – это видеть и слышать то, что скрыто от ума, но открыто сердцу.
Когда исчезают противоречия между «да» и «нет», и оба сливаются в одно, тогда приходит познание. Сегодня нужен дождь, а завтра солнце. Хорошо это или плохо? Происходит то, что должно произойти. Не владеющий собой будет пытаться владеть другими. Таким образом он получает иллюзорный покой и мнимую стабильность. Однако получаемое очень шатко и не имеет силы. Лишь внутренний контроль рождает мощь и незыблемую силу. Настоящая моральная дисциплина действует безмолвно. Спокойствие там, где живет щедрое сердце и добрая речь. Решение проблем там, где обитает чистое сознание. Добрые поступки приносят добрые плоды. Плохие поступки приносят плохие плоды. Зло приносит болезненность. Не полагайтесь на то, что вас одарят боги или дни удачи. Если вы отдадитесь ожиданиям, вы будете страдать. Обратите внимание на собственные действия. Делая добро, вы сеете благо. Вы сами себе истина. Поиск правды не поможет унять сомнения. Идите внутрь себя. Ищите истину внутри, а не снаружи. Познать себя – обрести мудрейшего учителя. Закон прост. Вы теряете силы и выгораете в той сфере жизни, где отсутствует личная подлинность. Любое взаимодействие с жизнью, в котором вы – это не вы, приводит к развалу. Если дело жизни или отношения не подпитываются искренностью и идентичностью, это крах. Вот почему вы теряете силы и выгораете. Вот почему вместо роста получаете распад. Принятие служит противоядием от всех страхов. Страх возникает, когда вы противитесь естественному ходу жизни, ее законам. Когда вы принимаете жизнь, страх исчезает. Остаетесь вы и интерес, что направляет вас в самое сердце жизни. Велик тот, кто в ничтожном умеет узреть великое. Все в мире имеет свое предназначение и ценность. Все есть великий дар. Без гроз и ливней зной солнца испепеляет. Во внутренней тишине знаний больше, чем во всех писаниях мира. Все приходит вовремя для того, кто готов узнать. Нет человека без глубины, нет глубины без тьмы. Следуя по пути своей жизни, учитесь без сожаления оставлять позади все то, что затрудняет движение вперед. Страхи и сомнения, обида и разочарование, гордыню и боль. Путь будет пройден, если душа легка и свободна. Никто не может подарить вам свободу, ровно как и отнять ее. Освобождайте себя сами, не носите тяжеленных оков. Пронаблюдайте, что человек находит привлекательным, и вы увидите всю его жизненную философию. Внешнее уродство есть только в том случае, если ум превратился в камень. Позволив уму быть гибким, начнешь постигать красоту. Ваша боль – это нити, что соединяют землю и небо. Никогда не судите ни себя, ни другого.
Если вы совершили что-то постыдное, увидьте это. Осознайте это, как осознаете болезнь. Осознайте, но не дайте ей поглотить себя. С приходом осознания наступит исцеление. Нет смысла судить болезнь. Она ключ к исцелению. Когда ваш разум не омрачен обидами и завистью, это и есть защита от разрушающего тело и душу яда. Для покоя и ясности не нужны внешняя тишина и отшельничество. Медитация – это быть собой и осознавать, что тобой не является. Практикуйте безусловную любовь. Она лучшее лекарство от всех недугов. В страхах, от которых бежите, дары, что вы ищете. Ваше желание долетит до неба тогда, когда не будет отягощено нелегким грузом обид. Вы узнаете, насколько велик ваш ум лишь в одном случае, позволив себе освободить в нем пустоту. Вне зависимости от того, где вы находитесь, доверяйте бытию. Сумевший довериться всегда будет там, где уже желает быть. В тот самый момент, когда ваше внимание направлено внутрь, а не наружу, ум приходит в смирение. Когда мы принимаем приглашение сердца в собственную жизнь, мы открываем святость даже в печали. Глубочайшая тайна нашего бытия в том, что каждый и есть эта самая тайна. Нет ограничений для того, кто просто есть, но есть границы для того, кто думает, что знает, кто он. Лишь прекратив бояться будущего и гневаться на былое, мы можем получить то, что желаем сейчас. Не пачкайте свою жизнь мыслями, которые не дадут сверкать вашему разуму. Нет прощенных и нет прощающих. Чтобы принять этот факт, достаточно осознать, что ничего не происходит без замысла на то высшего разума. Как складывается наша жизнь, зависит не столько от того, что мы говорим, сколько от того, о чем мы молчим. Сделать счастливым другого можно лишь будучи счастливым самому. Поднять к вершинам другого можно лишь пройдя путь к вершине самому. Наполнение счастьем другого – это умение наполняться счастьем самому. Человек ценен не столько отсутствием тьмы в нем, сколько наличием лучей света в сердце своем. Истина одна, и она неизменна. Потому все, что вы скажете, уже было сказано. Все, что познаете, уже было познано. Нет ни тайны, ни сокрытых знаний, но все есть внутри вас. Не говорите, если не сумели прочесть, и не молчите, если сумели узреть. Критика всегда страх, краткость всегда мудрость.